Приветствую всех на канале Артефактум. Тема сегодняшнего видео – первая женщина-гладиатор в истории. Гладиаторские бои – жестокое развлечение и одновременно часть культурного наследия Древнего Рима. Сложно себе представить, каких усилий стоило воинам драться на арене Колизея не на жизнь, а на смерть, превозмогая боль и истекая кровью на потеху толпе. Но мало кто знает, что не только мужчины были гладиаторами, но и женщины. Имя первой женщины-гладиатора в истории – Герардеска Манутиус. В мастерстве рукопашного боя она не уступала мужчинам, отличаясь особой беспощадностью и свирепостью. В ее активе 200 побед, а значит убийств на арене, и это всего за 11 месяцев выступлений. Судьба этой женщины была нелегкой. Герардеска Манутиус в возрасте 28 лет примкнула к спартанским мятежникам. Обладая привлекательной внешностью, беглая рабыня изначально сопровождала повстанцев в качестве куртизанки, однако ее воля и сильный нрав потребовали большего, нежели предаваться бесконечным любовным утехам, и она начала пробовать свои силы в области боевого мастерства. Будучи твердой в своем решении и прилежно осваивая боевые искусства, Герардеска преуспела в этом настолько, что стала принимать участие в сражениях наравне с мужчинами, своим бесстрашием и смелостью заслужив место в строю. Фатальное сражение произошло в 71 году до нашей эры при Лукании. Войско восставших рабов потерпело поражение. Спартак погиб в жестокой схватке, а наша героиня была пленена армией Марка Лициния Краса. Полководец-победитель отдал приказ казнить 6000 повстанцев. В их числе должна была оказаться и бесстрашная Герардеска. Казалось, ее участь решена. Но в последний момент Крас решил помиловать отважную узницу и приказал привести соблазнительную воительницу в свой шатер. С наступлением утра он объявил, что пленница будет драться на арене в качестве гладиатора. Можно только догадываться, что побудило Марка Лициния Краса именно так поступить с беглой рабыней. Возможно, он посчитал, что бои с участием женщины вызовут больший восторг у зрителей. А может, он пощадил Герардеску в надежде, что император со временем помилует и освободит пленницу. Для обучения потребовалось совсем немного времени. Для привыкшей воевать Герардески арена была знакомой средой. Она буквально рвалась в бой и была беспощадна к своим противникам. Первой ее жертвой не посчастливилось стать Тросиану, могучему бойцу, который был повержен женщиной-гладиатором, ловко вонзившей в его грудь ятаган. Трибуны восторженно ревели, когда на арену выходила полуобнаженная амазонка, которая беспощадно расправлялась со своими противниками. Ее выступления были фееричны, а победы бескомпромиссны. 11 месяцев Герардеска Манутиус не знала поражений, но удача изменила отважной воительнице. Однажды ей пришлось сойтись в противостоянии с двумя карликами, и бой был проигран. Несмотря на опыт многих сражений и бесстрашие, она допустила непростительную оплошность и не заметила, что один из соперников подкрался к ней со спины и нанес мощный удар трезубцем. Превозмогая боль, раненая гладиаторша, согласно правилам арены, опустилась на песок и жестом руки показала, что она просит о помиловании. Но толпа решила иначе, и последнее, что увидела Герардеска перед смертью, сотни рук с опущенными вниз большими пальцами. Увы, но римской толпе больше была неинтересна вчерашняя победительница. Когда отважную воительницу постигла неудача, ее ждала незавидная участь большинства проигравших гладиаторов. Растерзанное тело Герардески покоилось с останками других воинов, которым не посчастливилось оказаться в тот день побежденными. Первая женщина-гладиатор положила начало женским состязаниям, которые стали неимоверно популярны в Древнем Риме. Более того, была даже сформирована специальная программа тренировок для боевой подготовки гладиаторш, в которую входили тяжелейшие испытания. Женщины-бойцы были вынуждены сражаться, будучи прикованными цепями, а также вслепую, или одной рукой, или оставаясь на коленях. Соперничать приходилось чаще всего с такими же женщинами-гладиаторами или карликами. Вот такая история воинственной Герардески Манутиус. И если вам она понравилась, ставьте палец вверх и присоединяйтесь к каналу.